Всем добрый день! Сегодня мы поговорим с вами о подкормке метельчатых гортензий в июне месяце. Для того, чтобы получить пышное, огромное соцветие, для того, чтобы листва была насыщенного темно-зеленого цвета и для того, чтобы куст выглядел очень красиво и достойно. Прежде всего хочу сказать вам о том, что о подкормке весной мы уже с вами говорили. Это должно было быть минеральное удобрение, комплексное минеральное удобрение, в котором содержится азот, калий и фосфор. Но прежде всего оно должно содержать большое количество азота для того, чтобы растение пошло в рост, для того, чтобы оно хорошо нарастило зеленую массу, нарастило большое количество побегов, и, конечно же, куст от этого выглядел более пышно и достойно. В июне месяце для гортензии опять-таки необходимы определенные подкормки. Но вы, конечно же, знаете, что гортензии могут поглощать питание только из кислой почвы. Поэтому кислотность почвы должна быть 3,5, 4,5 pH для гортензий. Прежде всего, как же подкармливать гортензию? Для этого вначале перед подкормками мы проводим следующее. Мы проливаем наши растения слабым раствором марганцовки, марганцево-кислым калием. Также проводим полив растений по листве этим же слабым раствором марганцовки. Проводим полив по листве. Это даст нам что? Это даст возможность укрепиться побегам. Они не будут наклоняться, они будут жесткие, прочные и, конечно же, соцветия будут держаться на них очень хорошо. Также марганцовка подкисляет почву. Следующее – это подкисление почвы. Можно использовать один из названных мной компонентов. Прежде всего, например, я использую лимонную кислоту. В интернете можно часто увидеть использование лимонной кислоты в порошке 2 столовые ложки на 10 литров воды. Так как я подкисление почвы провожу регулярно, постоянно, поэтому я использую 1 столовую ложку на 10 литров воды и проливаю хорошенько растения. Перед этим растение необходимо пролить водой, приблизительно за сутки. Также можно использовать 9% столовый уксус. Нельзя использовать уксусную кислоту. Уксуса потребуется 100 граммов на 10 литров воды. Хорошенечко перемешивайте и проливаете свои гортензии. Также можно использовать коллоидную серу. Ее необходимо рассыпать вокруг куста, хорошенечко заделать на глубину 10-12 сантиметров, что помогает коллоидная, что она делает, это коллоидная сера. Во-первых, она нормализует кислотность почвы, она пролонгированного действия, то есть действует длительный период времени, и коллоидная сера помогает еще бороться с грибковыми заболеваниями на гортензиях. Но вы должны знать также и о том, что температура воздуха не должна быть при использовании коллоидной серы выше 20 градусов по Цельсию. Также можно использовать янтарную кислоту 3 таблетки на 1 литр воды. Можно меньше, если куст у вас небольшого размера. Также можно из натуральных средств можно использовать кефир. 2 литра его потребуется на 10 литров воды. Хорошенечко перемешивайте и проливайте ваши гортензии. Через 2 дня приблизительно, через 3 дня вы можете использовать уже удобрение. Вот какое удобрение можно использовать. Итак, аммиачная селитра вам потребуется 30 граммов, суперфосфат 50 граммов, сульфат магния 30 граммов. Все перемешиваете в 10 литрах воды и проливаете
ваши гортензии. По листу можно использовать сульфат магния 15-20 граммов на 10 литров воды и опрыскиваете ваши растения. Если вы не имеете сульфата магния, а есть у вас, например, хелат железа, то от хлороза очень хорошо использовать вот этот хелат железа. По инструкции его разводите, и в этот же раствор можно добавить циркон. Циркону потребуется всего лишь 1 мл на 10 литров воды. Для южных регионов, для тех регионов, где бутонизация начинается значительно раньше, чем в регионах, например, Московской области, Ленинградской области, Беларуси и так далее. Что вы уже делаете в июне месяце, в начале июня? Прежде всего, вы можете уже использовать серно-кислый аммоний 15 граммов, серно-кислый калий 5 граммов, сульфат магния 10 граммов. И также все это разводите в 10 литрах воды и проливаете ваши растения. Можно также пролить растения поверху, опять-таки, слабым раствором марганцовки. Опять-таки, марганцовка, еще раз говорю вам о том, что она подкисляет почву, она дает возможность закрепиться побегам, то есть она не помешает, это марганцовка. И она придаст пышность цветению, и быстро будут одревесневать побеги у ваших гортензий. Вот такие подкормки, такое подкисление почвы я провожу для своих гортензий. И как видите, они у меня цветут пышно, ярко, красиво и достойно. Поэтому всегда для подкормки используйте эти удобрения. Конечно же, можно также использовать и натуральные подкормки, например, настой травы с конским навозом, но опять-таки здесь нельзя передозировать этого раствора, лучше сделайте его поменьше, но перед любой подкормкой обязательно проводите подкисление почвы. Тем, кому видео было полезно, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик.